Старый фермер много лет придерживался одного правила. Человек не должен вмешиваться в жизнь диких зверей, даже когда природа кажется слишком суровой. Но однажды ночью он спас едва живого рысенка, не подозревая, что спустя годы взрослая рысь вернется к его дому и изменит все. На краю равнины в штате Монтана жил пожилой Генри Уоллес. Его деревянный дом стоял возле густого леса, начинавшегося сразу за последним пастбищем. Генри прожил здесь большую часть жизни и привык к одиночеству. Утром он кормил животных, чинил ограды и работал в сарае, а вечером сидел на крыльце, слушая ветер, шелест ветвей и далекие голоса зверей. Иногда по ночам из чащи доносились резкие крики рыси. Генри никогда не пытался приблизиться к хищникам и не оставлял им еду, потому что понимал, дикого зверя нельзя приучать к человеку. Однажды ранним утром он заметил у края поля движение. В высокой траве стояла крупная рысь. Ее пятнистая шерсть сливалась с сухими стеблями, а кисточки на ушах дрожали от ветра. Зверь не убегал и не проявлял агрессии, а лишь внимательно смотрел на мужчину. Генри остановился и не стал приближаться. Рысь постояла еще немного, затем развернулась и бесшумно исчезла среди деревьев. Через несколько дней она появилась снова. Генри узнавал ее по темной отметине над левым глазом и понял, что его земля находится на привычном пути зверя. В начале лета рысь пришла не одна. За ней двигались трое рысенков. Генри наблюдал за ними с крыльца, стараясь не делать резких движений. Генри наблюдал за ними с крыльца и со временем начал ждать этих редких появлений. Присутствие лесной семьи наполняло его однообразные дни теплом, хотя он по-прежнему не пытался приблизиться или вмешаться в их жизнь. Однажды вечером над равниной поднялся сильный ветер, небо затянули тучи, а вскоре начался холодный дождь. Генри загнал скот под навес и уже собирался вернуться в дом, когда услышал слабый писк со стороны поваленной сосны возле леса. Он взял фонарь и направился туда. Между мокрыми корнями лежал маленький рысенок. Его шерсть промокла, тело дрожало, а дыхание было едва заметным. Генри осмотрелся, но рядом не было ни взрослой рыси, ни ответного крика. Старик заставил себя отойти, но через несколько шагов снова услышал жалобный звук. Рысенок почти не двигался. Оставить его под дождем означало обречь на смерть. Генри вернулся, завернул детеныша в куртку и понес домой. Он растопил печь, уложил зверька на шерстяное одеяло и позвонил ветеринару. Первую ночь Генри почти не спал. Лишь под утро детеныш поднял голову и слабо пошевелил лапой. В следующие дни старик каждые несколько часов готовил смесь, кормил найденыша и следил за его состоянием. Постепенно зверек начал приходить в себя. Сначала он только открывал глаза, затем попытался встать, упал и снова поднялся. Через несколько дней рысенок уже выбирался из деревянного ящика и исследовал комнату. Генри назвал его Скай, в честь чистого неба, появившегося после непогоды. Скай быстро набирался сил. Он забирался под мебель, играл с веревкой и следовал за стариком из комнаты в комнату. Генри смеялся чаще, чем за последние годы, но чем сильнее становилась их связь, тем яснее старик понимал, рысенок не принадлежит ему. Он был диким животным, и его место находилось в лесу. По совету сотрудника Центра реабилитации Генри построил вольер за сараем. Старик постепенно сокращал контакт, перестал кормить Ская из рук и оставлял пищу так, чтобы тот учился находить ее самостоятельно. Когда молодой зверь подходил к сетке и смотрел знакомыми глазами, Генри хотелось открыть дверь и снова впустить его в дом. Но настоящая забота заключалась не в том, чтобы удержать животное рядом, а в том, чтобы вернуть ему свободу. К осени Скай стал сильным, быстрым и почти бесшумным. Специалисты решили выпустить его возле места, где он был обнаружен. В назначенный вечер клетку поставили у леса. Генри открыл дверцу и отступил. Скай несколько секунд сидел внутри, затем осторожно вышел и посмотрел на деревья. В этот момент из чащи донесся короткий крик. На опушке появилась взрослая рысь с темной отметиной над левым глазом. Генри сразу узнал ее. Самка остановилась и посмотрела на молодого зверя. Скай тихо отозвался и сделал несколько шагов вперед. Рысь приблизилась, обнюхала его морду и шею, а затем повернулась к лесу. Скай обернулся на Генри. Их взгляды встретились, и старик почувствовал, как внутри все сжалось.
Через мгновение молодой зверь последовал за самкой, и оба исчезли среди деревьев. Первые недели без Ская дом казался особенно пустым. Старик по привычке смотрел на дверь, ожидая увидеть знакомые кисточки на ушах. Зимой у края поля появились следы крупной кошки. Генри не мог знать, кому они принадлежали, но надеялся, что Скай сумел приспособиться. Прошли годы. Рыси продолжали иногда появляться возле его земли. Однажды теплым летним вечером Генри сидел на крыльце и смотрел на закат. В высокой траве появилась взрослая рысь с темной отметиной над глазом. Следом за ней вышли два маленьких рысенка. Они играли между стеблями и прятались за матерью. Самка остановилась и долго смотрела на старика без страха, словно пришла показать ему новое поколение. Затем в тени деревьев появился еще один крупный зверь. На его морде не было темной отметины, но выражение глаз показалось Генри знакомым. Он не мог доказать, что это Скай, однако сердце подсказало ему ответ. Рысь несколько секунд смотрела на дом, после чего повернулась к лесу. Самка и детеныши последовали за ней. Перед тем, как скрыться, взрослый зверь еще раз оглянулся. Генри медленно поднял руку и понял, что однажды поступил правильно. Он не приручил дикое животное, а помог ему пережить самое трудное время и вернул туда, где оно должно было жить. С тех пор между его домом и лесом словно существовало молчаливое соглашение. Человек уважал свободу зверей, а рыси помнили место, где один из их детенышей получил шанс на жизнь. Дорогие зрители, как бы вы поступили на месте Генри? Смогли бы вы спасти дикого зверя, зная, что однажды его придется отпустить? Напишите свое мнение в комментариях. Если история вас тронула, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. До новых встреч!